Привет, друзья! Сегодня буду готовить плов. Если вам понравится сегодняшнее видео, то обязательно ставьте лайк. А мы поехали готовить! Пловов существует очень много видов. Узбекский, таджикский, азербайджанский, иранский, туркменский. И это только малая часть. И я поняла одно. Плов каждый готовит по-своему, как душа чувствует. Поэтому сегодня я вам покажу болгарский плов, потому что я родом из Болгарии. Покажу, как я чувствую, как нужно готовить настоящий плов. По классике плов готовят в казане, но казан есть не у каждого, поэтому я беру чугунную кастрюлю с толстым дном. В такой посуде тепло равномерно распределяется, ничего не пригорает и все отлично томится. Традиционно мясо и овощи для плова обжаривают на кюрдюк. Это баранный жир, но у нас в магазинах это нереально найти, поэтому я буду обжаривать на сале. На дно кастрюли отправляю сало, а затем добавляю масло с нейтральным запахом. Для плова важно, чтобы масло не перебивало вкус. Оливковое экстра virgin и ароматные масла здесь не подойдут. Когда масло хорошо разогрелось и сало начинает активно шкварчать, добавляю половину луковицы. Для аромата. Как только она подрумянится, убираю ее. Она отдала весь запах масла. Теперь добавляю основной лук, нарезанный полукольцами, и обжариваю до легкой карамелизации, чтобы лук стал золотистым. Дальше добавляем мясо. Для плова обычно берут баранину, но не все ее любят, тем более ее аромат. Поэтому я буду использовать говядину. Нарезаем небольшими кусочками, потому что, честно, мне не нравится, когда в тарелке попадает один большой кусок. Выкладываем мясо в один слой. Не бойтесь, что лук сгорит. Когда вы добавляете мясо, температура в кастрюле моментально падает и ничего не горит. Обжариваем до золотистой корочки на говядине. Затем добавляем морковь. Ее нужно нарезать брусочками среднего размера. Это правильная нарезка для плова. Обжариваю 4-5 минут, чтобы морковь стала мягче, но не превратилась в кашу. Теперь нам нужно залить мясо с овощами водой. И тут спорный момент. Одни повара говорят, что нужно с горячей водой заливать, а другие с холодной. Я лично заливаю горячей водой. Так температура не падает резко и процесс идет ровнее, а не начинается с самого начала. Мне так кажется более правильно. Жидкость, которая сейчас появилась в кастрюле, называется зирвак, и от нее зависит вкус самого плова. Вкусный зирвак – это успех вкусного плова, поэтому нам нужно его приправить. Я добавляю зиру, лучше целую, но можно и молотую. Лавровый лист. Не все его добавляют, но мне нравится плов больше с ним. Соль по вкусу. Острый перец или острую приправу. Целую головку чеснока. Я срезаю верхнюю часть и утопляю в зирваке. Видите, как зирвак активно бурлит? Чтобы он так не кипел, уменьшаем огонь до минимального и в таком режиме провариваем его примерно 50-60 минут. А пока он варится, нам нужно поговорить по поводу граммовки. Я беру 1 к 1 рис с мясом и где-то на 15-20% беру от количества мяса и риса морковь. Также я люблю плов с сухофруктами. Я пробовала плов с барбарисом, с желтым, точнее, с белым изюмом, с красным изюмом, темным. Но самое больше мне нравится с клюквой, сушеной клюквой, потому что она подает такая кисло-сладкая нотка нашего плова. Теперь нам нужно ее, собственно, добавить в зирваке. Добавляем совсем немного клюквы, перемешиваем ее вместе с зирваком и пора выкладывать наш рис. Я беру рис басмати, промываю его под холодной водой, пока вода не станет прозрачной. Так смываем лишний крахмал и рис получится рассыпчатым. Выкладываю рис сверху, разравниваем, не перемешиваем с зирваком. Смотрю уровень жидкости. Зирвак должен покрывать рис где-то на 1-1,5 см, примерно на палец. Готовлю на сильном огне, пока вода сверху практически не выпарится. Можно сделать несколько отверстий в рисе с помощью ложки или деревянной палочки. Так поможем воды, чтобы быстрее уходила.
Когда воды уже нету, выключаем огонь. Собираем рис горкой, накрываем полотенце и сверху крышкой и оставляем так на 15-20 минут, чтобы рис дошел до готовности. Полотенце нужно, чтобы лишняя вода, лишний конденсат не попадал на наш рис, а оставался в полотенце. Наш рис уже отдохнул. Сейчас поднимаем крышечку. Смотрите, ой, парует, не знаю, видно или не видно. И посмотрите тоже, какие капельки есть у нас воды. Не знаю, вам видно на камере или нет, но их есть. И полотенце такая влажненькая. Давайте сейчас вместе с вами посмотрим, что у нас получилось. Ребята, если вам понравился сегодняшний рецепт и хотите попробовать болгарский плов, то обязательно приготовьте. И я уверена, он вам очень понравится. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А мы увидимся в новое видео. Пока!